Друзья, добрый день! Наконец-то я добрался до этой песни, к разбору песни «Война и мир», которую написал Димаш совместно с китайским поэтом. То есть музыку полностью написал Димаш, китайский поэт обрек в рифму тот смысл, который хотел Димаш заложить в эту песню. Я месяц, даже, наверное, больше готовился к этому разбору, потому что песня настолько глубокая, настолько в ней сакральный смысл скрыт, что неудивительно, что именно своей этой первой песней Димаш, скорее всего, хотел нам сообщить что-то очень важное. И сразу вам хочу сказать, что то, что я сейчас скажу, то, что я скажу по поводу смысла этой песни, это, конечно же, мой исключительно взгляд, мое мнение, не откуда-то взятый, и я вам его не навязываю, но мое мнение может некоторым из вас не понравиться. У кого-то оно вызовет отторжение, у кого-то оно может вызвать негодование, то есть у кого-то оно вообще не совпадет с его представлением о вещах. Но, тем не менее, это мое мнение, я его вам выскажу. Ну а дальше посмотрим, как оно будет. Ну и чтобы освежить в памяти эту песню, давайте еще раз посмотрим тот клип, который я сделал буквально пару дней назад. И видеоряд, который я сделал, он тоже не случайен, конечно. И уже после просмотра приступим непосредственно к философскому разбору песни «Война и мир» Димаша Кудайбергена. Ну поехали!就和你在
Ну вот такой видеоряд я подобрал для этой песни. Он немножечко нестандартен, потому что обычно люди делают видеоряд, связанный с войной. Но я не просто так именно такой видеоряд сделал, потому что на самом деле вся природа вещей в нас самих. То, что происходит с нами, происходит на этой планете, вообще во Вселенной, природа вещей исключительно в нас самих. Ну что, давайте приступим к этому большому, глубокому философскому разбору. Долго я к нему шел, долго готовился, потому что надо очень много было подобрать правильных слов. Не знаю, смогу ли я их сейчас подобрать. И, как вы знаете, я пишу все свои видео с одного дубля, я ничего не монтирую, ничего не вырезаю. Вот как ложится, так ложится. Поэтому буду стараться максимально правильно изъясняться. Но нам с вами человеческим языком общаться все сложнее и сложнее, и понимать друг друга все сложнее и сложнее. И вот вчерашний эфир — это тому доказательство, что некоторые мои высказывания люди понимают совсем по-другому. Это прискорбно. Поэтому нам надо, ребята, учиться новому языку, который нам принес Димаш, язык нового века, где невозможно исказить информацию, где мы этот язык чувствуем уже своей душой, а не ушами, своим сердцем, а не умом. Ну, это, я думаю, нас ждет в будущем, этот новый язык. Ну что, с чего начать? Начать надо с того, что Димаш поет ее на китайском. И слова, стихи к этой песне написал китайский поэт. То есть это очень важно на самом деле, потому что здесь заложена в том числе китайская философия. И Димаш, он на самом деле к Китаю неравнодушен. И он жил 3 года в Китае, и мы прекрасно все знаем, что его мировая известность началась с Китая. И он неровно дышит, скажем так, Китаю, китайской философии. И именно то, что эта песня «Война и мир» была записана именно на китайском, не на родном казахском, не на русском, не на английском, а именно на китайском, о многом на самом деле говорит. Почему? Ну, потому что у китайцев их философия, она очень близка к пониманию этого мира, очень близка к пониманию мироздания. И давайте начнем прям очень издалека. То есть, ну, во-первых, символ, который вы видите на протяжении всей этой песни, это инь и янь. Я к нему периодически возвращаюсь. Это в китайской культуре этот символ означает бесконечную борьбу, противоборство двух стихий. То есть можно по-разному называть. Две стихии: огонь и вода, земля и небо, плюс и минус, тьма и свет. Вы, люди, привыкли это чаще называть добро и зло. Я сказал сейчас «вы люди», да? А вот это провал. Ладно, продолжим. Итак, давайте к привычному определению добро и зло. То есть этот знак означает бесконечную борьбу добра и зла. Теперь махнем еще глубже, еще дальше. Все религии говорят, все веры говорят, что весь этот мир сотворен Богом. Здесь, конечно, есть разные варианты этой трактовки, но давайте тоже будем привычным языком говорить, что если весь этот мир сотворил Бог, единый Бог, то, соответственно, Он в том числе сотворил и добро, и зло. Просто в наших религиях вот эти вот тысячелетия Богом принято называть добро, то есть какого-то лидера или какую-то фигуру добрых сил. А противоборствующую сторону принято называть по-другому. Там дьявол, Люцифер, там как-то еще, тьма. Но в любом случае.
То есть мы с вами понимаем, что это все создано как единая система. И эта борьба, этот баланс невозможно во Вселенной изменить никак. То есть невозможно искоренить добро или невозможно искоренить зло. То есть так работает эта система. И мы с вами созданы по образу и подобию Бога. Это значит, что в нас самих заключено все это в том числе. То есть мы с вами такой микрокосмос. Вот если взять нашу Вселенную, то мы очень маленькая копия этого мира. И в нас заключено все. И с самых малых лет мы у наших детей видим, что на самом деле дети способны как на светлые поступки, так и на темные поступки. Они могут в угоду себе совершить какой-то поступок совсем неморальный, и мы это видим постоянно. Да и мы сами постоянно в себе находим разные совершенно черты. Человек по природе своей может совершить как ужаснейший поступок, так и при этом он может совершить что-то прекрасное. Творчество, музыка, художество, поэзия, благородные поступки, самопожертвование. То есть мы в себя включаем все это. Мы маленькая копия этого мира. И развивая дальше эту мысль, и то, о чем поет Димаш в этой песне, а он задает нам несколько вопросов в этой песне, и в том числе такой вопрос, как... Сейчас, минуточку. Ну, во-первых, как нам сохранить этот мир? Ключевой вопрос. И следующий вопрос. Как выжить между огнем и льдом? Это опять противоборство двух стихий. И самое главное, вопрос, который он нам задает. Как удержать баланс между добром и злом? Димаш не поет, как победить зло. Димаш не говорит о том, как искоренить зло. Димаш говорит о том, как удержать баланс. И вот здесь начинается самое интересное. То есть, что такое уравновешенный человек? Что такое сбалансированный человек? Что такое умиротворенный человек? Это человек, который в самом себе нашел баланс. То есть, это человек, который в себе покорил эти две стихии и подчинил их себе. Как плюс, так и минус. Как добро, так и зло. Как две разные стихии. То есть невозможно искоренить зло. То есть если, например, мы на нашей планете, то есть давайте сейчас вернемся к нашей планете. Наша планета сейчас находится на низких вибрациях. Если вы видите этот мир открытыми глазами, вы видите, что сейчас наш мир, наша планета преобладает зло. И та религия, которая нам на протяжении тысячи лет предлагалась, она предлагалась исключительно в сторону добра. И это совершенно нормально и естественно, потому что надо на нашей планете для начала восстановить баланс добра и зла, восстановить баланс черного и белого. И если мы с нашей планеты вытесняем зло, значит эта энергия, по закону сохранения энергии, она никуда не девается. То есть значит будет где-то другая планета. То же самое, как наша планета сейчас, ну вот если взять по шкале, например, там от плюс 100 до минус 100 по этой шкале, то мы с вами где-то находимся сейчас уже там минус 80. Да, и приближаемся вот к этому ужасному порогу, когда мы просто можем причинить максимальное зло самому себе, уничтожить самих себя и уничтожить планету. Так значит, где-то есть в этом мире, в этой вселенной планета, где будет плюс 80. Да, и этот баланс, равновесие этих сил в природе, во вселенной невозможно нарушить. Так устроена эта вселенная, таким ее создал Бог. И Бог, Он на самом деле среди нас. Каждый из нас частичка Бога. И мы в своем мире, так как мы с вами микромир, микровселенная, вот в этом микровселенной мы сами себе боги. И когда мы с вами дойдем до этого состояния своего микробога, мы сможем покорить в себе эти обе стихии. Именно покорить, подчинить себе и достичь вот этого равновесия, достичь вот этой гармонии. Но к этому можно прийти. Вы скажете, ну окей, тогда можно пойти
двумя путями, да, то есть если одно другое не искоренить, то дорога к злу, она очень прямая, это такая магистраль, широкая трасса, по которой очень легко идти. Идти по пути добра очень сложно, очень много препятствий, очень много сложностей. Но здесь надо понимать, что на стороне добра служит любовь, а это самая мощная энергия во Вселенной. И только через любовь вы сможете прийти к этой гармонии. Только через любовь вы сможете дарить любовь даже злым людям. Потому что вы будете понимать это мировоздание, вы будете понимать, что мир так устроен, и что не надо пытаться искоренить зло. Если мы с вами искореним зло, мы не будем знать, что такое счастье, потому что мы не будем знать, что такое горе. Если мы уберем сахар, мы не будем понимать, что такое соленое, что такое сладкое. На контрастах все устроено, на примерах. Если мы уберем зло, то исчезнет добро. И будет просто вакуум, будет нейтраль. То есть будет такая нирвана. И, кстати говоря, вот это состояние, оно тоже очень близко к умиротворению. Ведь тут есть на самом деле очень интересные слова. Окончательный ответ между мыслями. Это такой ключик, который нам говорит о том, как же нам этот мир увидеть ясно, таким, какой он есть, не затуманенный какими-то предложенными нам догмами. Да? И они в свое время были нужны, эти догмы. Была нужна эта религия, та религия, третья, четвертая религия, потому что нам нужно проходить этот путь от варварства до озарения, от каких-то банальных вещей до понимания этого мироздания. И вот здесь, в этой фразе ключик, окончательный ответ между мыслями. Что он обозначает? Что ответ мы сможем с вами найти только тогда, когда в нашей голове вообще не будет никаких мыслей. Какое самое идеальное состояние для медитации? То, к чему люди, там, монахи идут всю свою жизнь, и многие даже этого не достигают. Это состояние, когда вы можете погрузиться в такой транс, где у вас вообще не будет никаких мыслей. И в этот момент вы сливаетесь с этим миром. В этот момент вы начинаете видеть мир таким, какой он есть на самом деле. И вот, возвращаясь опять же к своему ролику, что Димаш подарил мне ясность сознания, это просто бесценный дар, это, я думаю, наверное, самый дорогой подарок в этой жизни, который мне когда-либо кто-либо сделал, то я сейчас понятно, уже какая-то новая информация в мою голову лезет, мне ее там навязывают и так далее. В любом случае я общаюсь с вами, социум на меня влияет, но иногда я ловлю такие вот ощущения, когда в моей голове звенящая пустота. Не от того, что я просто отупел, а из-за того, что я этот мир начинаю видеть максимально четко, по крайней мере на том уровне, на котором я сейчас нахожусь. И понять вот этот смысл можно только тогда, когда вы избавитесь от мыслей, вообще никаких. Когда вы увидите тогда вы этот мир увидите такой, какой он есть. И вы поймете, что и добро, и зло необходимо. И весь тот путь, который мы проделываем, и все те войны, они тоже были необходимы. Потому что мы тем самым стремимся к свету, мы стремимся к добру, чтобы, во-первых, восстановить баланс, потому что сейчас баланс явно нарушен именно на этой планете. Он не может быть нарушен во Вселенной, но на этой планете он может быть нарушен. И также в каждом из нас этот баланс может быть нарушен. И понятно, почему люди очень легко встают на темную сторону пути, потому что по этому пути легко идти. Нет препятствий, нет никаких моральных ограничений, нет совести, которая растоптана, и намного сложнее идти по светлому пути. Но к балансу можно прийти только через любовь. И именно поэтому путь на светлую сторону, он очень важен, чтобы вы в первую очередь в самих себе нашли вот эту гармонию и успокоение. Но это вот, знаете, то же самое, как ведь это знак инь-янь в том числе обозначает мужское и женское начало. И вот на самом деле жизнь нам показывает очень много реальных примеров, как устроено отношения между мужчиной и женщиной. Когда они будут максимально крепки, когда люди способны всю свою жизнь сохранить любовь друг к другу, уважение и понимание, только тогда, когда обе стороны, и мужчина, и женщина, во-первых, поймут суть друг друга, почему женщина такая, почему она так мыслит, почему она так делает. И то же самое, когда женщина поймет, почему мужчина такой, и в чем его предназначение. И когда каждый займет свое место, и когда каждый
поймет, в чем предназначение другого, вот тогда образуется вот этот вот круг, этот инь и янь, и начинается гармония в семье, начинается гармония в отношениях. И именно тогда этот мужчина и эта женщина могут пронести эту любовь всю свою жизнь. И я по природе своей сам однолюб, я придерживаюсь этого правила, что для меня есть только один человек, которому я дарю любовь именно как мужчина. И я стараюсь как можно дольше удержать этот сосуд неприкосновенности, потому что очень легко его разбить. Очень легко разбить отношения между мужчиной и женщиной. Но максимальный секрет долгих взаимоотношений — это именно прийти в гармонию как мужчина и женщина, чтобы каждый понимал свое предназначение, и с этим пониманием очень легко потом вместе жить. То есть ответы везде, они повсюду на самом деле. И если еще к словам этой песни, ну, во-первых, видеоряд. То есть на этом видеоряде я показываю, что на самом деле проблема в нас самих, и мы с вами способны на совершенно разные эмоции. То есть сегодня мы с вами прекрасный танец танцуем, а завтра мы ругаемся, или там сегодня мы женимся, а завтра мы там деремся друг с другом. Это мы, так устроен человек. И именно начинать надо именно с этого, с гармонии в самом себе. А как эту гармонию достичь? Только сначала раскрыть глаза, только сначала увидеть этот мир такой, какой он есть. И я понимаю, что сейчас многие из вас вот так, кто-то, может быть, уже убежал, но кто-то прям вот отталкивает то, что я говорю, потому что они всю жизнь считали, что надо победить зло. Они всю жизнь с этим боролись, это их цель, так им об этом говорят. Ну вот то, что я сейчас говорю, это следующий шаг. Это следующий шаг в осознании самого себя, это следующий шаг в осознании этого мира, то, какой он есть на самом деле. И этот отрезок невозможно перепрыгнуть. В любом случае, каждый из вас должен в себе разобраться, и каждый из вас должен в себе найти эту гармонию. И когда вы эту гармонию найдете, все станет на свои места. Вот, например, очень часто люди сетуют на то, что Бог несправедлив, что Бог там карает людей, что Бог почему-то закрывает глаза на эти бесчинства, на эти преступления, на войну. Вот когда вы поймете, когда вы откроете глаза и когда вы увидите, как этот мир устроен, у вас сразу отпадут эти вопросы. Вы все прекрасно сразу будете понимать, почему так происходит. Почему происходят войны, почему происходят катастрофы, почему умирают незаслуженно люди, погибают люди. Ну, во-первых, потому что вы еще смотрите на эту жизнь глазами человека, именно этой плоти. А если вы посмотрите на эту жизнь глазами души, то вам все станет на свои места. Жизнь не одна. И мы не проживаем с вами одну жизнь. И именно понимание этого все ставит по своим местам. Совершенно очевидно, понятно, что почему этот мир так устроен и почему случаются те или иные поступки. Ну вот я надеюсь, я смог донести до вас свои мысли. Наверняка что-то забыл, наверняка что-то не сказал. И я думаю, мы в комментариях продолжим с вами эту очень интересную беседу. Никого не хотел обидеть, если вдруг мое мнение резко срезонировало или диссонировало у вас, то просто задумайтесь об этом. Если вы не готовы пока этого принять, ничего страшного. Но на самом деле моя аудитория, мои друзья, кто подписан на мой канал, это в большинстве своем очень просветленные, светлые, духовные люди. И я думаю, что вы меня поймете. Ну что, всех обнял. Продолжим общение в комментариях. Наверняка вспомню, что я еще не сказал. И уже там продолжим разговор. Всем пока-пока.